В России очень остро стоит проблема миграции. И сколько бы власть ни пыталась это замалчивать, обходить стороной, отвлекать внимание, мы все прекрасно знаем, проблема есть, она большая, сложная, и она не решается. Да, что касается иммиграции. Никто даже толком не знает, сколько в стране живет иностранных граждан. Границы открыты, учет ведется настолько плохо, что разброс в оценках миллионы человек. Более 6,5 миллионов. Свыше 10 миллионов мигрантов трудовых. Почти во всех больших городах, особенно в Москве и Подмосковье, есть целые районы, анклавы или гетто, где мигранты – подавляющее большинство, а местные туда почти не заходят. А что мы им сделаем? Вот толпа стоит. Но при этом… В целом у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает. Ну так много или немного? Судя по опросам, россияне очень сильно недовольны. Да и условия жизни самих мигрантов тоже за гранью. Бесправные, набитые в подвалы, находящиеся в полурабстве люди, которых даже лечить не будут, если что. Зато внесут в какой-то реестр или черный список и заставят поставить приложение, которое за ними следит. Все это очень большая и серьезная проблема. Ветераны СВО и русская община проводят какие-то самовольные рейды против мигрантов. Русские вперед! Госдума запрещает детям мигрантов учиться в школе. А куда эти дети денутся, простите, теперь они исчезнут? Прежде чем приходишь в учебное заведение, ты выучил язык страны, куда приехал. Но при всем этом люди продолжают приезжать, потому что работать некому. Собянин говорит, нет рабочих рук. Греф говорит, нужен миллион новых мигрантов. Путин пробует массово завести их из Индии и предлагает гражданство за участие в СВО. Шушу Россия. Шушу Путин. Это абсолютный хаос, бардак и ситуация, которая очень давно вышла из-под какого-либо контроля. Пояснять не нужно. Но по телевизору, безусловно, вы услышите, что все абсолютно нормально, что прямо сейчас принимаются кардинальные меры, штампуются законы, и Путин обещает все в кратчайшие сроки решить. Потерпите. Президент отметил, что послабления в приеме мигрантов недопустимы. Вот он даже целую миграционную концепцию утвердил на днях. Там, кстати, сказано, что до 2030 года количество трудовых мигрантов будет только расти. И создал специальное новое ведомство, которое будет всем этим заниматься. Называется «Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев». Курс на усиление и эффективность. На этой неделе в структуре МВД России появилась новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Не то чтобы такого госоргана не было раньше, он был. И тоже внутри МВД. Но у нового путинского миграционного ведомства куча преимуществ. Ну, во-первых, новое название. Во-вторых, значительно расширен штат генералов. Аж 35 новых должностей. Ну а в-третьих, у ведомства появился глава, самый важный генерал. Ему даже дали особый статус, а именно ранг первого заместителя министра внутренних дел. Вот есть хорошо знакомый вам министр Колокольцев, а в прямом подчинении у него теперь новый зам, единолично отвечающий за миграцию. Вот такие реформы. В результате в безопасности не чувствует себя сегодня вообще никто. Нет, ну хорошо же, что-то меняют, что-то делают, скажет кто-то из вас. Зачем все сразу воспринимать в штыки? Вот сейчас они соберутся и вдарят мощным генеральским кулаком по нелегальной миграции. На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну. А я вам сейчас очень быстро докажу, что не вдарят. Что 25 лет при Путине проблема миграции не решалась и никогда при нем не решится. Потому что власти на этом, в том числе на нелегальных мигрантах, зарабатывают. Это огромный источник коррупционных доходов. И никто ни на одну минуточку не заинтересован в том, чтобы это прекращалось. А теперь доказываем это скандальное утверждение очень простым способом. Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно. Смотрим, кого же Путин назначил миграционную службу возглавлять. Просто оценим объективно, что это за человек такой вообще, откуда он взялся, что у него с опытом и справится ли он. Зовут нового первого заместителя министра внутренних дел Андрей Владимирович Кикоть. Мы будем блокировать передвижение нелегалов внутри страны. Рано или поздно мигрант будет обнаружен, привлечен к ответственности и выслан из страны с последующим запретом въезда. Первое, что о нем нужно знать, это то, что у него по-настоящему впечатляющая карьера. Он как ракета взлетал по прокурорской карьерной лестнице и был самым молодым почти на каждой своей должности.
В 28 лет Кикоть был назначен прокурором района в Питере. В 31 год он стал заместителем прокурора всего Санкт-Петербурга. В 35 стал главным прокурором целого субъекта федерации Новгородской области, самым молодым в стране. В 40 лет новое повышение, и Кикотя назначают заместителем генерального прокурора России Юрия Чайки. Уважаемый Андрей Владимирович, поздравляем вас с назначением на столь высокую должность. Просто для контекста. Коллеги Кикотя, другие заместители генпрокурора, были старше его в среднем на 20 лет. Кикоть сохранил должность и после ухода Чайки при Краснове. И вот в этом году Путин лично дает ему звание генерал-полковника и назначает первым заместителем министра внутренних дел, ответственным за миграцию. Президент назначил руководителем службы Андрея Кикотя, ранее занимавшего пост замгенпрокурора. Второе, что нужно знать о Кикоте, неразрывно связанное с первым. Наш талантливый прокурор еще и потомственный, мент. И Путин прекрасно знаком с отцом Кикотя, Владимиром Кикотем, который тоже был генерал-лейтенантом полиции, руководителем паспортно-визового управления МВД, вот такая преемственность, главой кадрового обеспечения Министерства внутренних дел и основателем Московского университета МВД, который в честь него сейчас и назван. Но у него была еще и политическая карьера. Кикоть-старший был сенатором от Приморского края, высокопоставленным единороссом, представителем президента Высшей квалификационной коллегии судей, а в 2012 году Путин назначил его главой управления президента по вопросам государственной службы, то есть главным кремлевским кадровиком. Пробыл он им, правда, недолго, так как в 2013 году умер. Наверное, надо всегда поступать по совести, по чести, так, как требует сегодня закон. В общем, классика путинского госуправления. Семейные кланы и династии коррупционеров. А власть передается не по принципу компетенции и профессионализма, а просто потому, что кто-то кому-то приходится дорогим родственником. Предлогов много. Родная сестра Кикотя, к слову, подтверждает сказанное. Она тоже получает зарплату из бюджета, работает в Московском университете МВД имени их отца Владимира Кикотя. Свою кандидатскую про систему обеспечения внутренней безопасности США Татьяна Кикоть почти полностью списала, то есть научная степень этой преподавательницы фальшивая. Как и степень кандидата юридических наук самого Андрея Кикотя. Он тоже списал в своей диссертации почти все. То есть тут уже, наверное, обратной дороги нам нету. Теперь, когда мы поняли, откуда новый глава миграционной службы взялся, давайте перекинем, справится ли наш новоиспеченный генерал-полковник с вверенной ему работой. Перед ним стоит сложнейшая задача – разобраться с бесконтрольным потоком мигрантов в Россию. Сделать так, чтобы те, кто хотят работать, работали легально, чтобы те, кто находится нелегально, уезжали. Прикрыть индустрию фальшивых патентов, поддельных регистраций, взяток, резиновых квартир, в которых 40 человек живут на 20 квадратных метрах и спят посменно. Ведь такого быть просто не должно. И добиться этого должен Андрей Кикоть. И, казалось бы, все предельно понятно и просто. Стоит задача, полномочия все есть, бюджеты есть, 13 генералов в подчинении. Бери и делай. Что тут может помешать? Да много чего. В том числе то, что чиновник Андрей Кикоть тотально и насквозь коррумпирован. И сам вовлечен в организацию незаконной миграции. Кикоть уже много лет находится на полном содержании у олигарха, которому мигранты нужны как воздух, и без них его бизнес просто невозможен. Фактически могу сказать, что мы находимся на передовой. Схема, если честно, настолько простая и настолько бессовестная, что я даже нахожу это немного оскорбительным. Кикоть, ты же прокурор, потомственный силовик, юрист. Хотя бы для приличия получше бы припрятал свою коррупцию. В любом случае, тот, кто должен ответить, он ответит. И поверьте, никто не уйдет ни от какой ответственности, она будет достаточно жесткая. Смотрите, вот две фирмы. Они записаны на женщину с фамилией Кикоть, Елену. Это действующая жена Андрея Кикотя. Тут же во владельцах встречается Гомзина Галина, это мать Андрея Кикотя. И прошлая владелица, еще одна женщина с фамилией Кикоть, это прошлая жена Андрея Кикотя, Диана. То есть есть некий бизнес, который сначала оформлен на одну супругу, потом после развода с ней на маму, а потом на новую супругу. Что единственное, что связывает этих трех женщин? Правильно, Андрей Кикоть. Это его фирма. Чиновникам заниматься бизнесом нельзя, поэтому он просто оформляет свои активы на родственниц. Мы должны глобально перестроить форму отношения к этому явлению и расширить круг ответственности для ответственных лиц. Теперь смотрим, что эти фирмы делают. ООО «Эстмонолит» занимается стройкой. Мы изучили банковские проводки этой фирмы за последние 20 месяцев.
По законам расследовательского жанра сейчас время доставать маркер, доску, рисовать запутанные схемы и стрелочки. Но мне абсолютно нечего рисовать. У фирмы Кикотя один клиент, один заказчик, одно место, откуда поступают деньги, и всегда за одно и то же – строительно-монтажные работы. Через минуту я расскажу, кто за этим стоит, но пока посмотрим, что там происходит дальше. Как только деньги поступили, фирма Кикотя, не делая ничего больше, даже не меняя описание платежа, переводит их другой строительной фирме, всегда одно и то же. То есть этот Эст-Монолит вообще не занимаются никакой реальной деятельностью. Они получают строительный подряд на 100 рублей. Через пару дней платят другой строительной фирме 90 рублей за реальные, видимо, работы. А 10 рублей оставляют себе. Это случаи не единичные в нашей практике. Там нет даже видимости строительного бизнеса. Это просто никому не нужная и ничем не оправданная фирма-прокладка, которая отщипывает себе немножечко с каждого подряда. То, что они отщипнули, это разница между полученными 100 рублями и заплаченными другой фирме 90, выплачивается в виде дивидендов жене заместителя министра внутренних дел Елене Кикоть. Работа продолжается. Всего с 2024 года на счет фирмы Эст-Монолит поступили деньги за около 100 таких строительных подрядов от одного клиента на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. От каждого из них фирма Кикотя забрала себе от 3 до 10%, и таким образом на счетах Эст-Монолит осело около 66 миллионов рублей за 1,5 года. Треть из них, 20 миллионов рублей, были потрачены на покупку люксового минивэна «Мерседес» в топовой комплектации с удлиненным корпусом и роскошным салоном на 8 человек. Это второй их люксовый автомобиль. На эту же фирму записан и Cadillac Escalade, купленный ранее. Еще деньги тратились на обслуживающий персонал. Вот этот человек, например, получающий зарплату в Эст-Монолит, в записных книжках указан как личный водитель прокурора Андрея Кикотя. Ну а то, что осталось после всего этого, переводится жене Кикотя как дивиденды или возврат долгов. Всего 14,5 миллионов рублей. Вот такой нехитрый способ обогащения и получения взяток. Осталось только понять, кто их Кикотю платит и за что. Итак, раскрываем карты. Главный, потому что единственный, клиент фирмы Кикотя – это ООО «Сеттлстрой», принадлежащая олигарху, фигуранту мирового списка Forbes с состоянием более $1 миллиарда, крупнейшему российскому застройщику Максиму Шубареву. Сложный бизнес, потому что ты получаешь бесплатно, и иногда это, знаете, даже очередь стоит, сдавать деньги, огромное количество денег. Вы могли не слышать о Шубареве и его Settle Group, потому что работают они в основном в Петербурге и Ленобласти. Но там они абсолютные короли и лидеры рынка. Settle Group строит даже не дома и жилые комплексы, а целые районы на десятки многоквартирных домов. В одном регионе они строят так много, что в 2022 году они оказались вторым по объему построенного жилья застройщиком во всей стране. Каждый 4-й квадратный метр, введенный в эксплуатацию в городе, был построен группой компании Settle. Потом они немного сдали позиции, но прямо сейчас у них 63 активных стройки в Петербурге. В общем, это прямо гигантская компания. Settle – это мы. И, естественно, строительный бизнес такого масштаба полностью завязан на мигрантов. Большинство легальных и нелегальных мигрантов из Средней Азии, в первую очередь, работают именно на стройке. Для бизнеса такого размаха, когда ты застраиваешь целые районы, постоянно требуются тысячи работников, и берутся они путем массового завоза из стран ближайшего безвизового зарубежья – Таджикистана, Киргизстана, Узбекистана. Прямо вот на реальных примерах читаем петербургские новости. Они пестрят сообщениями о том, что на стройках Settle Group постоянно погибают мигранты. Июнь этого года плотник из Узбекистана сорвался с 12-го этажа. Он был трудоустроен в подрядной организации. Кто несет ответственность? Непонятно. На другом объекте Settle Group с 17-го этажа падает и разбивается мигрант из Таджикистана. Он был вообще не зарегистрирован ни в Петербурге, ни в Ленобласти. Откуда он там взялся? Почему он там работал? На третьей стройке гражданина Таджикистана, живущего там в вагончике, убивает бетонной плитой. В ЖК Settle Group «Зеленый квартал» строитель-педофил из Узбекистана нападает на 6-летнюю девочку. В Кудрово, около их стройки, происходит массовая драка мигрантов с арматурами и переворачиваниями машин. Или вот, в августе этого года возглавляемая Кикотем миграционная служба проводит рейд с собаками. Проверяет 500 мигрантов на стройке на Полковском шоссе. Несколько нелегалов депортируют. Смотрим внимательно, где это все происходит. Эти бытовки стоят на территории ЖК «Парадный ансамбль». Это Settle Group. То есть Кикоть проверяет своего спонсора. Но даже это еще не все.
Открываем проводки фирмы Кикотя и видим, что его Эст-Монолит получает деньги за строительство, скорее всего, именно этого объекта. В описании проводки Пулковское шоссе 2. В этом районе есть 2 жилых квартала, и оба их строит Settle Group Шубарева. И темп увеличивается. Давайте тут остановимся на секунду и осознаем масштаб конфликта интересов. Чиновник Кикоть, генерал, одновременно борется с нелегальной миграцией у себя на работе в МВД и зарабатывает деньги на стройке, прямо на конкретной, где эти нелегальные мигранты работают. Одной рукой он организует рейды, проверки, депортации и прочее, а другой он получает прямо с этой конкретной точки, где проходит рейд, огромные деньги. Это неудача, это успех. Теперь скажите, есть ли у Кикотя хоть одна причина действительно бороться с проблемой иммиграции? Стрелять самому себе в ногу и делать так, чтобы строительные компании штрафовались и подвергались санкциям. Если с Settle Group и Шубаревым что-то случится, если они не смогут возить копеечную рабочую силу из Средней Азии или свернут свой бизнес, жена Кикотя перестанет получать от них деньги. Буквально Cadillac Escalade будет не на что купить. Все вы правильно абсолютно говорите. То есть чиновник, ответственный за контроль миграции, максимально на личном уровне заинтересован в том, чтобы ничего на самом деле не контролировалось и все оставалось как есть. Реально, так оно и есть. Но и это еще не все. Вы не поверите в абсурдность того, что я сейчас скажу, но это чистая правда. Во время одной из проверок на стройке Settle Group в поле зрения полиции попали их подрядчики, в том числе фирма Кикотя Эст-Монолит. У них нашли нарушения, выписали протокол. Знаете, по какой статье? 18.15 КоАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. То есть глава миграционной службы сам в свою собственную фирму привлекает нелегальных мигрантов. Вот в чем все дело. Со второй фирмой Кикотя достаточно похожая история. Там бизнес подает чуть больше признаков жизни, чем Эст-Монолит. Она давно существует, там много сотрудников, есть какая-то деятельность, и не все так кустарно, как в первом случае. Но Кикотя это не реабилитирует никак. Основной клиент у Энергостройтех, так называется фирма, это государственная компания «Газпром», а точнее ее дочка «Газпром Бурение», которая платит за некие услуги фирме Кикотя более 1 миллиарда рублей за последние 1,5 года. А второй клиент, уже прекрасно знакомый нам Сеттлстрой Шубарева. Это сложнейший по организации и ответственности бизнес. Несмотря на то, что Энергостройтех занимается вроде как энергетикой, генераторами какими-то в регионах, Сеттлстрой им упорно платит за строительно-монтажные работы на своих объектах в Санкт-Петербурге. Всего за известный нам период 266 миллионов рублей. В этой фирме жена Кикотя и акционер, и сотрудник. В виде зарплаты и дивидендов она получила от ООО «Энергостройтех» 34 миллиона рублей с 2024 года. Вы удивитесь, но даже это не все взятки, которые чиновник Кикоть получил от застройщика Шубарева. В собственности семьи Кикотя, его сына, матери и бывшей жены мы обнаружили 3 квартиры: 288, 188 и 77 квадратных метров в жилом комплексе «Море», недалеко от Финского залива в Санкт-Петербурге. Комплекс построен, естественно, все той же Settle Group Шубарева. Общая рыночная стоимость квартир 205 миллионов рублей. Сам Андрей Кикоть, судя по последней доступной декларации, в Москве живет в съемной квартире, но в очень непростом доме на Причистенке 13. Это элитный клубный дом в самом центре Москвы. И прямо по-настоящему элитный. Там живет настоящая жена Лаврова, например, олигарх Михельсон и даже мама Алины Кабаевой, то есть фактическая теща Путина. Кикоть там арендует квартиру 286,5 квадратных метров, ее номер фигурирует в многочисленных утечках данных. Хозяин квартиры, в которой живет Кикоть, наш с вами застройщик Максим Шубарев. Они преследовали личный интерес. А в чем они заключаются? А сохранить то, что награблено до сих пор. Но погодите, что Андрей Кикоть, который сам петербуржец, а работает в Москве, остается без собственной недвижимости в столице? Ну, конечно, нет. У него еще есть 5-комнатная квартира 194 квадратных метра на Садовнической набережной. Этот дом покажется прекрасно знакомым зрителям нашего канала, потому что мы про него делали расследование в 2019 году. Вот здесь в конце 19 века находился доходный дом и производство купца Бахрушина. Здесь под предлогом того, что нужно выдать квартиры льготникам и очередникам, варварски снесли исторические кварталы и построили вместо него элитный ЖК под старину. Но квартиры в нем достались не льготникам, а толпе чиновников московской мэрии. Совершенно непонятно, с какой стати и на каких условиях. Как и положено делать с городским имуществом, эти квартиры можно просто продать с аукциона за большие деньги и пополнить бюджет. Ну а потом купить, например, лекарства пенсионерам. Но зачем же продавать
если можно раздать бесплатно или почти бесплатно самым нуждающимся, самым незащищенным? Так вот, уже после нашего расследования в 2020 году квартиру тут получил и Андрей Кикоть, который был тогда заместителем генерального прокурора. Продается сейчас такая квартира за 190 миллионов рублей. На этом имущество семьи Кикотей не заканчивается. Вернемся к новой супруге Кикотя, на которую записан бизнес. Может, она действительно какая-то очень успешная предпринимательница, бизнес-леди, и это как-то объяснит невообразимое богатство их семьи. Елена Кикоть вышла замуж за Андрея Кикотя недавно, в 2022 году. До этого ее звали Елена Баркина, и она работала у Кикотя в подчинении в прокуратуре Новгородской области. То есть она тоже чиновница, и тоже, кстати, потомственная ее мать Людмила Баркина с конца 80-х работала в МВД, тоже в Новгородской области. В 2012 году 22-летняя Елена Баркина устроилась в Новгородскую прокуратуру, где помогала Кикотю взаимодействовать со СМИ и общественностью, а параллельно работала телеведущей. Андрей Кикоть, как рассказывает его будущая супруга, придумал, что она должна вести передачу на областном телевидении и рассказывать там про успехи местной прокуратуры. Вот теперь они женаты, на нее записаны фирмы, через которые Кикоть получает взятки от застройщика Шубарова, и кое-какая недвижимость. Например, у нее есть огромная квартира вот в этом дворце в Ессентуках. Он был построен в 1915 году, был здравницей, а теперь вот переделан под частные квартиры. И одна из них площадью 270 квадратных метров принадлежит Елене Баркане Кикоть. Рыночная стоимость 50 миллионов рублей. Пытаясь подсчитать общую стоимость недвижимости Кикотей, имеет смысл обратить внимание и на мачеху Андрея Кикотя. Его отец, кремлевский кадровик Владимир Кикоть, с родной матерью Андрея развелся, у него была новая жена Ирина. Сегодня на ее имя записана недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Ялте на общую сумму 340 миллионов рублей. Я напоминаю, она жена чиновника, всю жизнь проработавшего в органах МВД. Поэтому объяснить такое количество унаследованной ей собственности достаточно проблематично. До утра можно сейчас разговаривать на эту тему. На самом деле это удобная вообще история и ситуация. Как минимум легко считать. Ведь все в семье Кикотей так или иначе состоят или состояли на госслужбе. Все работают или работали на родину и бизнесом не занимались. А общая стоимость недвижимости, которую мы нашли, превысила 1 миллиард рублей. И я уверена, что мы нашли далеко не все. На это указывает хотя бы образ жизни нового заместителя министра внутренних дел. Кикоть и его новая супруга фигурируют в прошлогодней утечке самых крупных клиентов московского магазина ЦУМ. Знаете, сколько они там потратили? Почти 35 миллионов рублей. Это просто на шмотки, просто на дизайнерскую одежду. Я уверена, ни один из вас, поддерживаете вы нас или нет, никогда не скажет, что это нормально. Никто в здравом уме не подумает, что это хорошая идея назначить отвечать за миграцию человека, который сам на нелегальной миграции зарабатывает и чья фирма использует незаконный мигрантский труд. И оправдать то, что семья из нескольких чиновников-силовиков накупила недвижимости на миллиард, тоже нельзя. Как и то, что правоохранитель живет за счет олигарха и спускает цену московской трешки на одежду. Если вам кто-то когда-то будет говорить, у нас так заведено, что вы хотели, иначе не бывает. Пожалуйста, не верьте. Есть конкретная, единственная причина, почему так происходит. И она заключается в том, что начальник Кикотя по прокуратуре, Игорь Краснов, тратит на те же самые вещи из ЦУМа и часы. Еще больше денег. Его жена еще богаче. И он тоже на содержании у олигархов, просто у других. А миллиард у Краснова стоит одна квартира, а не все. Или, может быть, новый начальник Кикотя, министр Колокольцев, ему что-то скажет. Пожурит его или даже уволит. Не думаю. У Колокольцева журналисты еще много лет назад нашли элитной недвижимости на более чем 2 миллиарда рублей. В том числе огромный особняк на Рублевке, о котором из реестров стерли всю информацию, чтобы никто не узнал, что достался он главному полицейскому от выходцев из Измайловской ОПГ. Поэтому повторю то, что говорила сначала. Путин, его министры, его Единая Россия не собираются решать проблемы миграции. У них было на это 25 лет, и никакого чуда внезапно не произойдет. Что бы вам сейчас, особенно перед выборами в Госдуму, не обещали, а обещаний будет много. Но это все театр и имитация активности. А суть заключается в том, что невозможно бороться с тем, на чем ты сам зарабатываешь. Целые состояния сколачиваешь. И я сейчас не только про Кикотя конкретно говорю. Я говорю про всех других силовиков, вовлеченных в борьбу с миграцией. Для них эта борьба – это бесконечный источник денег.
От взяток, от крышевания, от всех этих конвейеров по фальсификации документов и завозу нелегалов. В ущерб вашим интересам. Мне кажется, такие истории, как наша сегодняшняя история про Кикатя, очень показательны и очень полезны. Все в ней предельно просто, предельно прозаично и бессовестно, но при этом максимально показательно. Один чиновник, пара его фирм, пара родственников, и вот мы уже во всей красе видим, что путинский режим и Путин лично сделали со страной и ради чего. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим роликом со всеми, кому он может быть интересным. Если у вас есть знакомые в МВД, вообще супер, пошлите обязательно им ссылку. Пусть они посмотрят на свое же начальство. В общем, ставьте лайк, делитесь ссылкой, пишите комментарии и поддерживайте нашу работу. И подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.